Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев и канал Инстербай. Сегодня я сравню две очень близких по задумке серии аккумуляторного инструмента от лучших производителей Milwaukee и DeWalt. У DeWalt это DeWalt Atomic, у Milwaukee это Compact Series. Milka еще не придумала особо название для своей вот этой новой серии. Но для начала давайте с вами вообще вспомним, что это за такие компактные серии инструмента и с чего все начиналось. Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о новом компактном шуруповерте от DeWalt из серии Atomic. Но начал эту гонку за размером инструмента и выделением его в отдельную линейку именно DeWalt. И это DeWalt Atomic. Инструмент этой серии появился у меня в обзорах аж 4 года назад. Если вам интересно, как это было, ссылочка будет где-то здесь. Это времена еще до коронавируса и до всей этой дичи, что творится сейчас. Не забудь подписаться, если еще не. Так вот, эти 4 года назад инструмент серии Atomic добрался уже и до нашего региона и официально продавался в России и Беларуси. Назывался, правда, по-другому, так как слово Atomic было зарегистрировано какой-то другой компанией. А в Европе и у нас он назывался что-то типа Compact Series. Основной же идеей было гонку за параметры мощность и скорость переместить в другую плоскость, в размеры и удобство. Согласитесь, более практичные требования. Так и появился инструмент Atomic. Он меньше обычного, но примерно с такой же мощностью. Да еще его сделали дешевле топовых моделей. Разве не это идеальный вариант для большинства пользователей? Народный инструмент. Годы шли, и идея позиционировать свои не топовые модели, модели подешевле, как модели поменьше и удобнее, дошла и до Milwaukee. Повторюсь, название серии Milwaukee еще не придумывала, но позиционирование примерно тоже. Мы можем видеть это даже по коробкам. DeWalt рисует вот так. Видите? Мол, короче и мощнее. И Milka подтягивается. Тоже такая же риторика. Ну и название у Milky это компакт, я так понимаю, просто компакт. Ну что ж, давайте посмотрим, что получилось у Milwaukee и сравним напрямую с DeWalt. Итак, я купил одинаковые по цене, примерно одинаковые по цене, этот на $30 дороже, комплекты компактного инструмента от Milwaukee и от DeWalt. Здесь у нас находится у DeWalt внутри 809 и 794, 809 импакт, 794 дрель шуруповерт. Модели Milky мне особо не знакомы. Сейчас я вам их прочитаю, найду на коробке. Оба кита идут с 2-амперными аккумуляторами. Тестировать мы будем, конечно, с аккумуляторами большей емкости в том числе. Итак, открываем два комплекта. У Milky это вот такая сумка. У DeWalt тоже сумочка, но ощутимо поменьше. Посмотрим, чей Atomic более Atomic. Итак, в Milky у нас не дешевая зарядка. Зарядка, которая и 12-ку заряжает, и 18-ку. По-моему, 3 ампера у нее мощность. Две двушки и сами тушки. У DeWalt это самая дешевая зарядка, 112-я. Она максимально пленная. У нее, по-моему, 2 ампера или сколько. Да, 2-амперная. И 794 шуруповерт, обзор на который у меня есть отдельно, можете посмотреть, ссылочка будет где-то здесь. Я надеюсь, я не путаю сторону. Также две двушки. 809 импакт. Особо я ему внимания никогда не уделял, но, говорят, неплохой. Вот что мы сегодня будем тестировать. Знаете, я специально не буду смотреть цифры и расскажу вам свое впечатление от работы этим инструментом, потому что цена, я повторяюсь, примерно одинакова. Даже Milka немножко дороже. То есть мы узнаем результат на практике, а не на бумаге. Давайте быстренько пройдемся по размеру и общим впечатлениям. Начнем с импактов, и значительно меньшим оказался шуруповерт от Milwaukee. Он очень маленький. Просто как игрушечный. Смотрите. Совсем малыш. То есть он помещается
в моей не особо большой руке. DeWalt сильно больше. По функционалу ничего в обоих случаях. Никаких регулировок. У DeWalt это круговой свет, здесь это один диод. И, пожалуй, все. Клипса, да, у DeWalt тоже идет в комплекте, она просто не прикручена. По дрелям шуруповертам то же самое, но разница не так очевидна. Милка меньше, она действительно сейчас самая маленькая, она больше Atomic, чем DeWalt, но по мощности мы проверим позже. Она меньше. Очень интересно получилось, конечно. Размер малюсенький совсем. Вес. Давайте взвесим тушки без аккумов. Так будет честнее. Милковский импакт с клипсой 791 грамм. DeWaltовский без клипсы 972. Дрель шуруповерт DeWalt 1 килограмм 100 грамм. Milwaukee 1,032. Да, в дрелях разница менее заметна, но размер все-таки у Милки ощутимо меньше. Интересно и полезно? Поставь лайк. Приступим к тестам и предлагаю начать сразу с самого интересного, с импакта. Алексей из нашего чата, ссылочка будет где-нибудь здесь, попросил сравнить вот эту новую компакт-милку с 845 моделью, более дорогой моделью Atomic. Atomic ли она вообще, на ней не написано, от DeWalt. Даже ее милка ощутимо и значительно меньше. Это вообще один из самых маленьких импактов, что я видел. Посмотрите на него. Он вообще малюсенький, просто вот. Итак, приступим. Тестировать будем 809. Равны по цене, потому что комплект у нас равный по цене, именно поэтому я их так и использую. На двойке, комплектной двойке. И такой же компакт от Милки. Предчувствую вопрос. Почему я не взял DCF 850? Свой любимый, идеальный, самый короткий импакт от DeWalt. Ну, потому что он из другой ценовой категории, с усложнениями, и вообще он скорее топовый, чем дешевый. Что касается теста, для обоих импактов это чрезмерная нагрузка. DeWalt показал себя чуть лучше, но при таком размере у Милки я удивлен и такому результату. Важный момент. Милка начала сильно греться. Сильно – это значит сильно, ощутимо, обжигать руку. Милка сильно нагрелась, я бы даже сказал перегрелась. Но для такого размера это потрясающий результат. На монтаже посмотрим, кто был быстрее. Но вот прикасаться к ее морде просто невозможно. Начала она, кстати, бодрее. То есть для средних расходников я предполагаю, что Милка будет получше. Посмотрите. У DeWalt ощутимо меньше температура. Угу. У Милки 117, 118. У DeWalt 92 в пике. Окей, давайте перейдем к тестам аккумуляторных дрелей. Я люблю меньше эти тесты, потому что руки выворачивают одноручные с большим шансом. Так, что тут у нас застряло? От перегрева патрона он расширился, и битка немножко застряла. 794. Итак, 794 против 360120. Выключился. Продолжаем.
Выключился. Выключился, окей. Давай попробуем его же докрутить милкой. Ух ты, как он интересно работает. Последнее выжимает, ничего себе. Видели, он не отрубается, а делает ты-ты-ты-ты-ты. Не понимаю. Они же его перегрузят так. Докрутил. Офигеть. Давайте попробуем заново. Фу, сопротивляется жутко. Наверное, мощнее. Я не знаю, чем это чревато, но трясет его порядочно. Все-таки остановился, не докрутил. То есть примерно одинаковая мощность. По надежности с такой перегрузкой, я не знаю. То есть он неоднократно повторяет пиковое вот это вот усилие, после которого выключается. Да, интересный подход. По перегреву особо не чувствую. Но тут так быстро и не почувствуешь. Да. Такой малыш, ты посмотри на него, боевой. Так, смотрим нагрев. Видите, он всю работу делает двигателем. Милка 100, сколько? 111 пиковая. DeWalt тоже движком работает, но температура движка ощутимо меньше, ребята, ощутимо меньше. 80 я видел. Вот так выглядит полная картина. И милка вот так. Да. Хорошо, давайте, знаете, что сделаем? Попробуем докрутить еще раз. Да, он докручивает. Аккум у DeWalt подсдох. Давайте попробуем. Если мы поставим ему Power Stack, то он заживет по-другому. Да, DeWalt мало двоечки. Попробуем с Power Stack DeWaltик. Да, без проблем. В общем, DeWalt мало двойки. Или конкретно эта двойка уже была подсдохшей. Но я делал одинаковую работу, одинаково заряженными двойками Милки и двойками DeWalt. То есть у Милки такой же малый заряд. Видимо, аккумы отдают неплохо. CP 2.0 аккум. В принципе, обычный. Давайте дадим Милке аккум побольше и посмотрим, сможет ли она закрутить также без проблем. Нет, все-таки она чуть-чуть менее мощная. Она отключается, даже с избыточным источником питания. Но при таком размере это все равно феноменальный результат, как по мне. Вот таким, друзья, было мое первое испытание Milwaukee Compact. Я надеюсь, мы еще вернемся к этим тестам, потому что меня они заинтересовали. Заинтересовали прежде всего тем, что размер Milky, он просто, я не знаю, неповторимый. Я не видел еще такого инструмента 18 вольт с такой мощностью. То есть он, да, немного уступает DeWalt, но по размеру это феноменально. Что же касается, за счет чего достигнута эта мощность? Защита понижена, как я понимаю. То есть они позволяют переходить в достаточно серьезный перегрев. Milwaukee позволяет
выходить достаточно серьезный перегрев своему инструменту. Они, как мне кажется, предполагают, что если инструмент берут легкий и не топовый, то и работы не будут делать какие-то, совсем уж сложные. В принципе, это предположение, я думаю, верно. Если вы покупаете такой компактный инструмент, вы не собираетесь его грузить огромными глухарями. Но если иногда понадобится, он вытянет. Но, по-моему, это скользкая дорожка, потому что перегрев у импакта, он до сих пор горячий, прошло минут 20, он все еще горячий. В целом, я могу сказать, что за эти деньги очень понравился. Очень понравился комплект, качество исполнения батарей. В целом, качество инструмента, тоже, это не топовый инструмент, но не топовые модели, но очень даже достойные. Размер потрясающий. И да, интересный фактор, на который я забыл обратить внимание. Милка в целом неплохо раскрылась даже на комплектных двушечках. У DeWalt, чтобы полностью раскрыть его мощность, нам нужен Power Stack или аккумуляторы помощнее. Вот такой, друзья, обзор получился. Вы все видели сами. Делайте свои собственные выводы и давайте не забывать. Дело не в инструменте, а в мастере. Спасибо за внимание и всего вам доброго.